Наполеон, пожалуй, самый душевный изо всех домашних тортов. Сколько праздников, сколько дней рождений он сопровождал. Именно поэтому он есть и остается одним из самых любимых и, мне кажется, никогда не надоест и не выйдет из моды. Простой в приготовлении и невероятно вкусный. Такой Наполеон и будем готовить сегодня. И если интересно, продолжайте смотреть. Список ингредиентов в конце ролика и в описании. Сперва приготовим коржи. Для них потребуется 330 граммов муки, 175 граммов ледяного сливочного масла, 75-100 граммов ледяной воды, у меня стакан стоял в морозилке, 2 желтка, 1 столовая ложка лимонного сока или разведенной лимонной кислоты и щепотка соли. В чашу блендера отправляйте всю муку и добавьте щепотку соли. Отправляйте в чашу кубики ледяного сливочного масла и смешайте все до состояния масляной крошки. Температура очень важна в приготовлении такого теста, так оно будет максимально слоистым и нежным. Добавьте в крошку кислоту и 2 желтка. Быстро смешайте до распределения, а затем влейте ледяную воду. Как только тесто начнет собираться в комки, как на видео, воды достаточно, слишком много вливать не нужно. Кажется, что нужно влить еще немного, но посмотрите на его текстуру. Оно уже собирается и лепится. Это значит, что консистенция как раз идеальна. Быстрыми движениями и не слишком усердствуя, подформуйте тесто в невысокий пласт и заверните его в пищевую пленку. Не стоит месить это тесто руками до максимальной однородности. Так масло начнет плавиться от тепла рук и коржи не получатся такими хрустящими и слоистыми. Отправляйте тесто в холодильник на час-другой. Если вы захотите, так сказать, распределить нагрузку, приготовьте тесто заранее. В холодильнике оно может ждать вас 2-3 дня, а в морозилке и вовсе несколько месяцев. Охлажденное тесто разделите на 10 частей. 9 коржей пойдут на торт, 1 и обрезки на отделку. Каждую часть подкатайте в шарик и уберите в холодильник все части, доставая и работая с одним кусочком теста за раз, чтобы остальные не нагревались. Припылите рабочую поверхность мукой и слегка помните кусочек теста, чтобы во время раскатывания его края не рвались. Долго не мните. В процессе всей работы с таким тестом важно чувствовать, что оно холодное. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Диаметр коржей для вырезания 20-22 см. Уложите корж на противень, застеленный пергаментом, и накалите его вилкой. Выпекайте коржи при температуре 220 градусов до румяного цвета. В моей духовке это занимает 8 минут. Если есть режим конвекции, пеките по 2 коржа одновременно. 10-й корж выпекайте без обрезки вместе с остатками от предыдущих коржей. Отделочный корж и обрезки сложите в какой-то пакет и измельчите до состояния крошки. Это тесто очень нежное, поэтому крошится легко и просто. Можно сделать это как руками, так и помогая себе скалкой. Для заварного крема возьмите 600 граммов молока, 1 яйцо и 3 желтка. Можно приготовить крем полностью на желтках, потребуется 6 штук. Также возьмите 120 граммов сахара, 40 граммов муки и 10 граммов крахмала, а также 100 граммов сливочного масла. Всыпьте в молоко половину сахара и отправляйте на огонь. Если у вас есть стручок ванили, разрежьте его надвое и тоже отправляйте в молоко. Слегка взболтайте яйца с желтками. Всыпьте к ним оставшуюся половину сахара, а также муку и крахмал. Перемешайте смесь до однородности. Сочетание муки и крахмала дает более приятную консистенцию, но если у вас нет крахмала, используйте просто 50 граммов муки. Этим временем молоко дошло до кипения. Непрерывно помешивая яичную смесь, тонкой струйкой влейте в нее половину закипевшего молока. Таким образом мы темперируем яйца постепенно. Если влить горячее молоко слишком резко, яйца сварятся неравномерно и мука с крахмалом образуют плотные большие комки. Теперь влейте яичную смесь в кастрюлю с оставшимся молоком, перемешайте и верните ее на небольшой огонь. Непрерывно помешивая крем, доведите его до загустения. Посмотрите, каким нежным и блестящим получается крем. И сейчас мы сделаем его еще лучше. Снимите крем с огня и в 2-3 приема введите в него сливочное масло, тщательно вмешивая его венчиком по мере того, как масло плавится. Масло усиливает вкус крема, делает его текстуру более шелковистой и нежной. Дальше можно пойти 2 путями. Перелить крем в какую-то широкую миску и накрыть пищевой пленкой в контакт, чтобы на поверхности не образовывалась корка. Остужать крем следует именно так.
Это удобно, если вы не собираетесь собирать торт прямо сейчас и нужно, чтобы крем подождал вас несколько часов. Я же нередко пользуюсь хитростью, которая ускоряет пропитывание, и торт можно быстрее подавать. Я собираю торт и перемазываю коржи, когда крем еще горячий. Также я поступила в видео, где готовила ленивый Наполеон из печенья ушки. Ссылку на рецепт я оставлю в описании. Сборка. Тут все просто. Укладывайте нежные коржи для Наполеона один на другой и перемазывайте их заварным кремом. Постарайтесь распределить все количество крема однородно между коржами и чтобы осталось на внешнюю отделку. Кстати, коржи для Наполеона можно запросто испечь за несколько дней до сборки. Они прекрасно хранятся. Когда все коржи перемазаны, уложив сверху досточку, слегка прижмите Наполеон. Делайте это деликатно и бережно. Затем оставшимся кремом отделайте верх и бока торта, а после отделайте бока и верх крошкой. Для меня самый удобный способ – это подсыпать крошку под руку и ею деликатно вжимать крошку в крем. Затем останется только смести лишнее у дна и готово. Если кого-то смущают голые руки, дело ваше, используйте перчатки. Я в чистоте своих рук уверена, так что всегда работаю так. Еще мне нравится использовать метод отделки на весу. Его я использовала в ленивом Наполеоне. Собранный торт уберите в холодильник и дайте ему пропитаться в течение суток. Я дополнительно закрываю торт пищевой пленкой, чтобы он сохранял влагу, а не отдавал ее. Так Наполеон получится максимально нежным. Посмотрите на эти слоистые коржи и на прослойки нежнейшего крема. Как тут устоять? Этот шоколадный Наполеон порадует всех, кто любит вкус хорошего домашнего классического Наполеона, но при этом совсем не против иногда поиграть с традиционными рецептами. В нем одновременно узнаваемый сильный сливочный вкус коржей с их нежной слоистой текстурой и более яркий вкус благодаря добавлению какао. А крем, про то, почему я выбрала для этого Наполеона именно такой крем, я расскажу дальше. Благодаря тому, что этот творожный крем является масляным, получилось достичь определенного эффекта. Не бойтесь, крем не станет очень плотным и твердым, даже после холодильника он остается пластичным и напоминает глазированные сырки по текстуре. Но благодаря маслу в составе этот шоколадный Наполеон получится не полностью пропитанным, даже так не хрустящим, а текстурно выделяющимся. То есть коржи будут ощутимыми, при этом Наполеон будет прекрасно резаться. Список ингредиентов для коржей и для крема сейчас доступен на экране, а также я продублирую эту информацию в описании под видео. Там же я продублирую информацию касательно получения разных вариантов крема по плотности. Для приготовления крема на масле все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это количество ингредиентов рассчитано на раскатку коржей диаметром 20 см, после выпечки диаметр будет 16-17 см. Ледяное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками, так тесто смешается быстрее и равномернее, а чем быстрее мы замесим тесто, тем более нежными будут коржи. В чашу комбайна отправьте муку, у меня тут высшего сорта с добавлением цельнозерновой. Я взяла 50 граммов цельнозерновой из общего объема. К муке добавьте какао, всыпьте щепотку соли. Отправляйте в чашу кусочки ледяного сливочного масла. Измельчите массу до состояния крошки. Отправляйте в чашу желток. Теперь продолжите перемешивание теста, вливая в него ледяную воду с ложкой уксуса или лимонного сока. У меня же была сыворотка, так что я использовала ее. Желток и подкисленная жидкость сделают тесто более нежным, и слои получатся более хрустящими и хрупкими. Тесто должно собраться в шар и даже быть чуть мягче. Если вы смотрели мое видео с классическим Наполеоном, то для него тесто я делаю чуть более крутым, чем для шоколадного варианта. В шоко-варианте с таким тестом, как на видео, работать на раскатке будет удобнее. Тесто заверните в пищевую пленку и отправляйте в холодильник часа на 4. Я обычно отправляю пласт теста в морозилку на 15-20 минут, а затем убираю в холодильник на пару часов. Охлажденное тесто выложите на припыленный мукой рабочий стол и разделите на 10 частей. Пока будете работать над раскатыванием одного коржа, остальное тесто держите в холодильнике. Очень важно, чтобы это тесто оставалось холодным. Во-первых, вам банально будет удобнее с ним работать. Во-вторых, если такое тесто в процессе работы нагревается, начинает блестеть, то готовое изделие будет грубым и затянутым. Коржи не будут такими нежными, как должны. Припылите кусочек теста мукой и раскатайте его в тонкий пласт так, чтобы можно было вырезать из него корж диаметром 20 см. У меня вот как раз есть удобная крышка, ее диаметр 19,5 см, буду использовать ее. Обрезки после раскатки убирайте в холодильник, доставая следующий кусочек для раскатки коржа.
Раскатанные коржи выложите на противень, застеленный пергаментом. Накалите коржи вилкой, чтобы предотвратить образование больших пузырей. Так как мой торт по диаметру небольшой, я выпекаю сразу по 4 коржа, на противень помещается по 2. Использую режим конвекции и температуру 220 градусов. В моей духовке процесс занимает 7-8 минут. Все обрезки соберите и раскатайте в тонкий бесформенный пласт. Испеките. Этот корж пойдет на отделку. Готовые коржи будут нежными и хрупкими, так что пока они горячие, обращаться с ними стоит бережно. Приготовим крем. Начнем с подготовки кефира. Его нужно отправить в морозильную камеру на ночь до полного замерзания. Когда кефир замерзнет, ему нужно дать оттаять и стечь сыворотки. Для этого возьмите дуршлаг или сито, у меня сырная форма, марлю или агроволокно, а также миску, куда будет стекать сыворотка. Благодаря замораживанию отделить ту самую белковую массу будет намного проще, и при этом вам не нужно будет часто перемешивать смесь, пока она будет стекать. Выложите замороженный кефир в застеленный тканью дуршлаг или сито и оставьте оттаивать. Этот процесс может длиться разное количество времени. Иногда я отправляю всю конструкцию в холодильник, там масса медленно тает и сыворотка уходит. По мере оттаивания видно, как разделены слои замороженного кефира. На данном этапе вы можете дать сыворотке стечь слабее или сильнее. Так вы можете регулировать консистенцию будущего крема. Посмотрите, какая нежная текстура у этого творожка. Выход творожка будет зависеть от конкретного кефира. У меня вышло порядка 650 граммов. В миску отправьте размягченное сливочное масло и всыпьте к нему сахарную пудру. Разотрите масло с пудрой, чтобы пудра не пылила, а масло стало податливым. Теперь можно приступать к взбиванию. Взбейте масло с сахарной пудрой до посветления и небольшого увеличения в объеме. Затем добавьте к маслу кефирный творожок и взбейте крем до однородности. Если творожок будет холодным, крем расслоится и пойдет крупными зернами. Мой крем готов. Он нежный, напоминает взбитые сливки, но при этом невероятно ароматный и имеет приятную характерную кислинку во вкусе. Сборка. Сразу подготовим крошку. Бесформенный корж из обрезков уберите в пакет и измельчите до состояния крошки. На корж выложите щедрую ложку крема и распределите его. Накройте вторым коржом, повторите перемазывание, пока не используете все коржи. Помните, что немного крема нужно оставить для обмазывания верха и боков. Уложив на торт последний корж, я укладываю сверху небольшую досточку и очень деликатно придавливаю торт. Делайте это так, чтобы коржи лучше улеглись, но чтобы при этом не выдавить наружу много крема. Теперь обмажьте кремом бока торта. Можно сразу же обмазать и верх, но я сперва отделываю бока, а затем работаю с верхом. Посыпьте крошкой бока торта. Делайте это так, как вам привычнее и удобнее. Я делаю это на весу над тарелкой. Завершаю отделку верха. Отправляю туда весь оставшийся крем, распределяю и присыпаю верх щедрой порцией крошки. Готовый торт переместите на блюдо и отправляйте в холодильник. Уже через пару часов его можно подавать. Он успеет пропитаться, крем станет плотнее за счет охлаждения масла в его составе, но при этом крем останется нежным и податливым. Очень плотным он не будет. И как я уже говорила, коржи этого торта Наполеон остаются слегка хрустящими, текстурными, и при этом он прекрасно режется. Впрочем, вы видите это и сами. Готовлю шикарный и при этом очень простой чизкейк без сливочного сыра на твороге. Нет, он нисколечки не похож на творожную запеканку. Простой, вкусный и такой нежный. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании. В печенье можно использовать любое: простое песочное, овсяное, орео, плотное бисквитное печенье. Часть печенья можно заменить овсяными хлопьями или рубленными орехами. Соус я буду готовить из замороженной малины, просто она была у меня в морозильнике. Подойдут любые сочные ягоды, фрукты или их смесь. Готовлю основу для чизкейка. Печенье отправляю в чашу комбайна и измельчаю в крошку. Песочное печенье можно побить скалкой в пакете, если комбайна нет. Вливаю в крошку растопленное сливочное масло и смешиваю массу. Она должна напоминать мокрый песок, и если сжать крошку в руке, комочек будет держаться. Теперь нужно сформовать нижний корж, отправив крошку в форму для выпечки. На дно формы укладываю пергамент, чтобы продлить форме жизнь и случайно дно не повредить, например, ножом. Распределяю крошку и утрамбовываю ее дном стакана. К
Кстати, формы для выпечки. Я использую форму диаметром 24 см. Подойдут обычные разъемные формы или вот такие, как у меня. Их фишка в том, что благодаря конструкции после выпечки изделие имеет ровный бортик, а не с выемкой, как в обычных. Я как раз купила новую форму для этого рецепта, так как старой пора отправиться в утиль. Кроме того, отлично подойдут и вот такие одноразовые алюминиевые формы. Отправляю форму с коржом в духовку, разогретую до 200 градусов на 10-12 минут. После этого даю остыть, а температуру в духовке убавляю до 150 градусов. Готовлю сырную массу. Можно приготовить ее вручную, протерев творог через сито при помощи ручного погружного блендера, а я использую комбайн. В чашу отправляю творог, всыпаю сахар. Отправляю туда же яйца и желтки. Сразу же можно влить и сливки, но мне объема чаши не хватает, так что я добавлю их в смесь позже. На данном этапе важно максимально измельчить творог и яйца, чтобы не осталось крупинок, белка и тому подобное. В смесь можно добавить ваниль, натертую цедру или специи по желанию. Теперь процеживаю смесь через сито, и если какие-то крупинки творога остались, протираю их. Теперь я на 100% уверена в однородности. Вливаю в смесь сливки и перемешиваю. Аккуратно выливаю творожную смесь поверх коржа. Если вы знаете, что ваша форма может пропускать массу вместе соединения бортов и дна, оберните форму фольгой для подстраховки. Отправляю форму в духовку, в которой сейчас, напомню, 150 градусов. Закрыв дверцу, убавляю температуру до 120 и оставляю готовиться на 2 часа. Такая низкая температура и длительное приготовление дает массе правильно схватиться, а не быстро подпечься по краям и начать трескаться, когда как серединка может оставаться излишне влажной. С рекомендуемым температурным режимом масса будет готовиться равномерно, и при этом риск передержать чизкейк минимален. Чизкейк готов, когда края уже схватились, а серединка продолжает дрожать. После приготовления выключаю духовку, приоткрываю дверцу и оставляю чизкейк внутри еще на час-полтора. Он будет доходить, и при этом остывание будет плавным. Чизкейк не растрескается и будет идеально нежным. Затем из духовки чизкейк достаю, даю окончательно остыть при комнатной температуре и убираю в холодильник на ночь. Извлекаю чизкейк из формы, снимаю борт и сперва переворачиваю его на доску, а затем переворачиваю на тарелку. Можно аккуратно перетянуть готовый чизкейк сразу на тарелку, но мне удобнее с переворачиванием. Дополнять и украшать чизкейк можно как угодно. Если готовить его просто для домашнего чаепития, можно и вовсе никак не украшать. Я приготовлю малиновый соус. Даю малине разморозиться и пробиваю ее блендером. Пропускаю пюре через сито, чтобы избавиться от косточек. Пюре отправляю в кастрюльку, туда же сахар. Я использую немного, чтобы соус был кисловатым, но на свой вкус добавьте столько, сколько вам хочется. Всыпаю крахмал и вливаю в воду. Перемешиваю и отправляю смесь на огонь. Помешивая, довожу соус до кипения и легкого загустения. Он не станет густым, как кисель, но при этом соус будет пластичным и не будет расслаиваться. Как раз благодаря крахмалу. Если образуется пена, аккуратно ее снимаю. Чтобы быстро остудить соус, переливаю его в широкую посуду, накрываю пищевой пленкой в контакт и убираю на холод. Приступаю к декору и сервировке. Помимо соуса буду использовать ягоды голубики и веточки розмарина, чтобы придать чизкейку слегка новогоднее настроение, ведь розмарин напоминает что-то хвойное. Можно залить соусом весь чизкейк и украсить его в виде кольца наподобие вот такого варианта. Но в этом случае затем разрезать чизкейк будет неудобно. Нежное суфле может подавиться, а соус некрасиво размажется. При этом я не хочу вводить в соус желатин и делать его резиновым. Хочется именно нежного и мягкого, струящегося фруктового акцента. А поэтому я предпочитаю разрезать чизкейк на порции заранее и украшать каждый кусочек отдельно. Каких-то 5 минут на сервировку перед подачей, зато красота в каждой тарелке. Итак, разрезав чизкейк, отправляю порцию на тарелку и поливаю его сверху парой-тройкой столовых ложек соуса. Кстати, также можно использовать просто протертые с сахаром ягоды или дополнить чизкейк соленой карамелью. Рецепт есть на моем сайте, и ссылку на него я оставлю в описании к видео. Затем укладываю на кусок небольшую веточку розмарина, несколько ягод и слегка притрушиваю сахарной пудрой для эффекта снежности. Красота, не правда ли? И только посмотрите, каким нежным он получился. Ну кто откажется от такого десерта? Согласитесь, это куда лучше бисквитных рулетов из магазина. Он настолько нежный, что прямо тает во рту, и только вы решаете, какой вкус ему придать. Будет это однородный джем или с кусочками фруктов, а может вы и вовсе предпочтете варенье. С этим рулетом можно все. Бисквит для этого рулета готовится без разрыхлителя по классической технологии. Поднимать его будут взбитые яйца.
Список ингредиентов к этому рецепту вы найдете в конце видео и в описании. Ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт, и подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная». Для бисквита возьмите 5 яиц комнатной температуры, 125 граммов сахара и щепотку соли. Также подготовьте 60 граммов муки и 20 граммов крахмала. Для начинки я взяла 500 граммов домашнего клубничного джема, в котором попадаются и кусочки. Для отделки я буду использовать 80 граммов шоколадных конфет, которые растоплю. Разделите яйца на белки и желтки. Яйца должны быть комнатной температуры, это важно. Так сахар в них растворится и зафиксирует структуру. Взбивать лучше сперва белки, а затем желтки. Так не нужно будет мыть венчики. Если сначала взбить желтки, перед белками венчики нужно обязательно помыть и вытереть. К белкам добавьте щепотку соли и начните взбивать их. Сперва делайте это на небольшой скорости и постепенно увеличивайте ее. Когда образуется мягкая пена, начните понемногу всыпать в белки сахар. Всыпьте постепенно половину сахара из общего объема, взбивая белки до мягких пиков. Именно эта стадия взбитости хороша для приготовления бисквитов, так как пена эластичная и хорошо поднимается в духовке. Теперь всыпьте оставшуюся половину сахара к желткам и взбивайте их до плотной, пышной, светлой массы. Желтки можно сразу взбивать на высокой скорости, так процесс будет идти быстрее. Посмотрите, как выглядят взбитые желтки. Пришло время смешать тесто. Отправляйте взбитые желтки ко взбитым ранее белкам. Смешайте оставшиеся два ингредиента – муку с крахмалом. Просейте их в миску со взбитыми белками и желтками. Аккуратно движениями снизу вверх перемешайте тесто. Я использую для этого силиконовую лопатку, ею работать очень удобно. При этом вращайте миску, чтобы тесто смешивалось равномерно. Важно вмешивать сухие ингредиенты довольно быстро, не перемешивая тесто слишком долго и не выпуская из него воздух. Тесто должно получиться очень нежным. Застелите противень листом пергамента и отправляйте на него тесто. Аккуратно распределите тесто по всей поверхности листа, разравнивая его до однородного по толщине слоя. Так бисквит пропечется равномерно и у краев, и по центру. Я использую для этого такую вот большую спатулу. Ею разравнивать бисквиты для рулетов особенно удобно. У меня на канале есть еще один рецепт бисквитного рулета. В нем очень нежная начинка из абрикосового пюре и творожного крема. Ссылку я оставлю в описании. Отправляйте бисквит выпекаться при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Я использую режим конвекции. Итак, маленькая хитрость, которой я всегда пользуюсь для того, чтобы приготовить максимально нежный, максимально сочный и идеально пропитанный бисквитный рулет, заключается в том, что я всего лишь снимаю корки после того, как бисквит уже готов. Делается это достаточно просто, и благодаря этому открываются все его поры, и они идеально вбирают в себе всю начинку, которую вы захотите туда положить. Перетяните бисквит на пергаменте на рабочую поверхность. Он нежный, но упругий. Это значит, что он хорошо пропечен. Накройте верх бисквита листом пергамента. Это поможет снять верхнюю корку. Пригладьте пергамент руками. Переверните бисквит на другую сторону и аккуратно снимите тот лист, на котором он выпекался. Смотрите, какая красивая у него структура. После этого снимите лист пергамента сверху. Вместе с ним отойдет и верхняя корка. Если в каких-то местах она не сойдет, можно легко скатать остатки руками. Давайте наполним рулет. Выложите на бисквит джем. Распределите его по всей поверхности. С одного края слой джема должен быть совсем тонким. Это нужно для того, чтобы джем не вылезал в конце сворачивания рулета. По сути, с этого края джем будет играть только роль клея для конца бисквита. Сверните бисквит в рулет. Старайтесь свернуть его таким образом, чтобы рулет получился плотным, но джем при этом не выдавливался и остался внутри. Оберните рулет листом пергамента, который поможет зафиксировать форму. Затем плотно заверните бисквитный рулет в пищевую пленку. Она сохранит влагу и не даст бисквиту подсыхать. Отправляйте рулет в холодильник на 2-3 часа для пропитывания. За это время форма рулета окончательно зафиксируется. Вот такой плотный сверток у меня получился. После того, как рулет пропитается, отделайте его по своему вкусу. Можно отправить его на несколько минут в морозилку, чтобы шоколадная отделка схватилась, но я не стала ждать и сразу разрезала его. Посмотрите, какой он нежный и сочный. Идеальное угощение и такое простое в приготовлении.
Этот рецепт прекрасен во всех смыслах. Мягкий и сочный, по текстуре торт напоминает любимый многими медовик. Его вкус насыщенный и очень согревающий, а готовится проще простого. Осилит и новичок, а опытным кулинарам просто даст возможность насладиться легким процессом. Подойдет этот рецепт также тем, у кого нет духовки или же не хочется ждать, пока она разогреется. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Чтобы сохранить себе этот рецепт, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная» и нажимайте на колокольчик. Необходимо 200 граммов запеченной тыквы или пюре, 120 граммов сахара, 2 столовые ложки растительного масла, 1 яйцо, 320 граммов муки, а также 5 граммов разрыхлителя. Для творожного крема возьмите 400 граммов творога жирностью 10%. Он должен быть мягкий и легко растираться между пальцами. Так крем получится однородным. Можно использовать брикетный творог. Также возьмите 400 граммов жирных сливок 33%, 100 граммов сахарной пудры и 1 чайную ложку корицы для согревающего аромата. Готовим тесто. Тыквенное пюре, запеченную тыкву смешайте с растительным маслом, добавьте яйцо и сахар. Пробейте смесь блендером до однородности. В качестве альтернативы сахару можно использовать в этом рецепте мед. Он тут будет очень кстати, потому что отлично сочетается и с тыквой, и с корицей. Также можно использовать коричневый или кокосовый сахар. В половину объема муки, 160 граммов, то есть 1 стакан, добавьте разрыхлитель и перемешайте смесь. Так разрыхлитель равномерно распределится по тесту. Вмешайте муку в тыквенную основу. Удобнее делать это частями. Вымешивайте тесто вручную или при помощи миксера, как вам удобнее. Пока тесто еще не очень густое, миксером будет удобно, но на самом деле процесс этот такой быстрый, что все отлично получается и при помощи ручного труда. Когда вы введете первую половину муки с разрыхлителем, тесто будет напоминать тесто для оладий. Теперь введите вторую половину муки и перемешайте тесто. Оно начнет собираться в шар, но при этом останется мягким. Пришло время дозамесить тесто. Помните, что оно должно оставаться мягким, поэтому не вводите в него слишком много муки на дозамесе, иначе готовый торт не будет таким нежным, как должен. Щедро припыляйте рабочий стол мукой и месите тесто до той консистенции, когда оно будет еще очень мягким, но при этом из него уже удобно будет раскатывать коржи. При этом оно будет оставаться слегка липким, поэтому подсыпайте муку при работе с ним. Посмотрите, насколько мягким получается тесто, но с ним уже удобно работать. Разделите тесто на 8 порций. Подкатайте каждую часть в шарик для удобства. В итоге у вас получится 10 коржей. 8 из основных частей и 2 из обрезков, которые останутся после раскатывания и которые можно будет перемесить. Только посмотрите, каким ярким получается это тесто. Работать с ним одно сплошное визуальное удовольствие. Приступаем к раскатыванию коржей. Щедро обсыпьте колобочек тыквенного теста мукой, расплющите его руками и раскатайте при помощи скалки в тонкий пласт. Он должен быть чуть большего диаметра, чем десертная тарелка, около 20-22 см. Толщина пласта теста должна быть около 1,5-2 мм. И не забывайте во время раскатывания припылять корж мукой. Вырежьте из пласта теста корж, используя подходящий шаблон. У меня тарелка. Если вы планируете печь торт на сковороде меньшего или большего диаметра, ориентируйтесь на нее. Отправляйте корж на сухую и хорошо разогретую сковороду. Накройте ее крышкой и пеките корж на минимальном огне около 1,5 минут. После чего крышку снимите, переверните корж на другую сторону. Пеките еще секунд 30, после чего снимите со сковороды. На выпечку каждого коржа уходит всего пара минут. Испеките коржи из оставшегося теста. Займитесь приготовлением крема. Для этого к творогу добавьте корицу и сахарную пудру. Сахар тут использовать не стоит, так как он будет долго растворяться.
Слегка перемешайте творог с сахарной пудрой и добавьте четвертую часть из общего объема сливок. Так будет удобнее готовить творожную массу. Перемешайте творог. Тщательно пробейте творожную смесь блендером, чтобы получить нежную и однородную текстуру. Теперь взбейте оставшиеся охлажденные сливки. Взбивать до состояния крема не нужно. Нужно лишь дождаться, пока они станут пышными, превратятся в мягкую пену. Добавьте в сливки пару ложек творожной массы и взбейте крем. Когда первая порция творога смешается со сливками, добавьте оставшуюся часть творога и взбейте крем до пышного состояния. Крем получится довольно плотным и будет хорошо держать форму. Не как масляный, конечно, но для творожного крема это отличный результат. Таким кремом можно запросто украшать десерты при помощи кондитерского мешка с насадками. При этом крем нежнейший, он отлично пропитывает плотное тесто и готовый торт будет таять во рту. Давайте соберем торт. Перемажьте все коржи творожным кремом с корицей. На каждый корж у меня уходит столовая ложка. Нужно также помнить, что еще немного крема нужно оставить для финальной отделки. Так что вы сможете сразу отложить пару-тройку столовых ложек в отдельную миску и убрать ее в холодильник. После сборки торту необходимо дать хорошенько пропитаться. Отправляйте его в холодильник на ночь. При этом, чтобы он был ровным, я укладываю сверху небольшую досточку и слегка придавливаю торт руками. Также я закрываю бока торта пищевой пленкой, чтобы пока он пропитывается внутри, края коржей не подсыхали. Когда торт пропитается, можно подровнять края. Эта операция не обязательная, но так будет выглядеть аккуратнее. Оставшимся кремом отделайте бока и верх торта, а затем украсьте по своему вкусу. Или оставьте так, в креме, кучерявым словно в облаке. После отделки торт можно подавать. Знаменитый кекс с изюмом столичный. Такой нежный сразу после выпечки, после остывания превращается в нечто среднее между кексом и песочным печеньем. Сильный сливочный аромат, шапка сахарной пудры сверху и много изюма внутри. Именно таким и должен быть столичный. Готовится он классическим методом, и если интересно, просто продолжайте смотреть. Список ингредиентов сейчас вы видите на экране, а также он будет доступен в описании под этим видео. Важно! Сливочное масло и яйца должны быть комнатной температуры. Сахар берите мелкий, а лучше сахарную пудру. А ванилин, который добавляют согласно ГОСТам, вы можете заменить натуральной ванилью, если захотите. Первым делом залейте изюм теплой водой и тщательно промойте. Помимо того, что мы избавляемся от мусора, мы также дадим изюму немного размокнуть, и в готовом кексе он будет нежным. Отставьте изюм в сторону и пока подготовьте сухие ингредиенты. К муке всыпьте разрыхлитель, ванилин и соль. Просейте смесь через сито. Вернитесь к изюму. Слейте с него воду, а сами ягодки выложите на бумажное полотенце, чтобы просушить их.
Сахарную пудру и размягченное сливочное масло смешайте и разотрите. Если приступить к взбиванию сразу, сахарная пудра начнет разлетаться и вам придется заняться уборкой. Так что лучше быстренько растереть масло с пудрой вручную, а затем приступать к взбиванию миксером. Смесь должна стать пышнее и светлее. Теперь по одному введите к маслу яйца, каждый раз взбивая массу до однородности. Если яйца будут холодными, масло свернется и пойдет крупинками. Если вы забыли достать яйца из холодильника заранее, просто опустите их минут на 10 в теплую воду. К мучной смеси отправляйте уже просушенный изюм. Перемешайте. Так он распределится по кексу максимально равномерно. И при этом вам не нужно будет перемешивать кекс дважды. Раз после добавления муки и еще раз после добавления изюма. Отправляйте муку с изюмом в масляную основу и перемешайте тесто до однородности. Посмотрите, каким красивым оно получается. Выложите тесто в форму для кекса. У меня форма размером 25 на 10 см. Я проложила ее пергаментом. Влажной ложкой выровняйте тесто, а затем рукояткой ложки или кухонной лопатки продавите тесто по центру. Это своеобразная метка в том месте, где будет характерная для этого кекса трещина. Если не сделать этого, кекс треснет в том месте, где ему самому захочется. Выпекайте кекс с изюмом при 160 градусах в течение 70-80 минут. Готовый кекс извлеките из формы, оставьте на 10-15 минут, а затем густо присыпьте его сахарной пудрой. Если сделать это сразу, пудра растает на кексе, а если посыпать его после полного остывания, она не так сцепится с ним и будет спадать. Сразу после выпечки кекс еще нежный и мягкий, но после полного остывания он становится более плотным и песочным. Благодаря такой характерной текстуре он прекрасно хранится. Есть его можно в течение недели. Только посмотрите, каким уютным получается этот ленивый Наполеон без выпечки. Помимо того, что такой вот ленивый Наполеон выручит вас в условиях нехватки времени, он отлично подойдет тем, кто не любит возиться с тестом и у кого нет духовки. А еще это будет идеальный вариант для лета, когда за окном так жарко, что включать духовку – это последнее в списке пожеланий. Такой торт отлично подойдет для приготовления с детьми. Сварите крем, а дети пускай соберут его. Отличное развлечение и прекрасный десерт на выходе. Чем не праздник? Обязательно возьмите на вооружение этот рецепт, даже если считаете, что Наполеон должен быть только классическим, приготовленным с нуля. Этот рецепт – настоящая палочка-выручалочка. Список ингредиентов к этому рецепту вы найдете в конце ролика и в описании. Ставьте лайк видео, чтобы не потерять рецепт, и подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная». На форму диаметром 20-22 см потребуется 400 г слоеного печенья ушки. 50-70 г из общего количества отложите, чтобы потом сделать крошку. Для крема возьмите 750 мл молока, 100 г простого и одну упаковку ванильного сахара. Жирный вариант с натуральной ванилью. Также потребуется 3 яйца, 50 г муки и 15 г крахмала. Первым делом подготовьте форму, в которой будете собирать торт. Так после приготовления крема у вас уйдет каких-то 5 минут на сборку. Отрежьте 2-3 полоски пищевой пленки и уложите их внахлёст, чтобы получилось своеобразное полотно. Уложите его в форму и примните, чтобы пленка легла гладким слоем. Напоминаю, что у меня форма диаметром 20 см. Мешайте в глубокой миске обычный сахар и ванильный сахар. Всыпьте муку, крахмал, я использую кукурузный, а также вбейте яйца. Перемешайте смесь венчиком до полной однородности и максимальной гладкости. Вы можете пробить смесь также при помощи погружного блендера. Если комочки останутся в смеси, они будут и в готовом креме. В небольшую кастрюльку влейте молоко и отправляйте его на огонь. До кипения я довожу молоко на большом огне, а затем убавляю его. Когда молоко начнет подходить к закипанию, пора интенсивно подвигаться. Быстрым движением вылейте яичную основу в закипающее молоко и сразу же, немедленно секунды, начинайте активно перемешивать крем. Так как молоко уже очень горячее, промедление будет способствовать образованию комочков. Быстрое же перемешивание сделает крем гладким. Он густеет моментально, на глазах, пара минут и заварной крем готов. Посмотрите, какой он нежный и шелковистый.
Крем готов, но ждать, пока он остынет, я не буду. Сразу же приступаю к сборке, к формованию моего Наполеона. Горячая температура крема поспособствует тому, что торт будет готов быстрее, печенье лучше пропитается, с учетом того, что оно толще, чем традиционные коржи для этого торта, поэтому это нам на руку. Собираем торт. На дно подготовленной формы, она в дальнейшем станет верхом, отправьте четверть горячего крема и распределите его ровным слоем. Выложите слой печенья ушки. Если где-то образовываются пустоты, заполните их, отломав часть печенья. Повторите распределение крема и укладывание печенья еще трижды. Всего получится 4 слоя. Деликатно примните последний слой печенья, как бы утапливая его в крем. Это станет дном торта. Подогните края пищевой пленки к центру. Так как крем во время сборки торта еще теплый, он быстрее пропитает печенье. Не убирайте торт сразу в холодильник. Оставьте его при комнатной температуре, пока крем не остынет, а затем переместите в холодильник для окончательной пропитки. Торт пропитан. Осталось придать ему завершенный вид. Разверните дно торта и уложите какую-то основу. У меня специальная подложка для торта, но также прекрасно подойдет небольшая доска или плоская тарелка. Переверните Наполеон. Отложенную часть ушек отправьте в какой-нибудь пакет, их нужно измельчить. Я сперва стучу по печенью скалкой, чтобы разбить крупные куски, а затем просто прокатываюсь по ним, пока крошка не получится такой, как нужно. Она не должна быть мелкой, как пыль. Очень красиво, когда остаются небольшие кусочки, поэтому я не измельчаю печенье в комбайне. Снимите пищевую пленку и обсыпьте крошкой бока торта, слегка вдавливая ее. Очень удобно делать это вот так, на весу. Затем не придется убирать лишнюю крошку с тарелки или доски. Завершите отделку, густо посыпав крошкой верх торта. Ленивый Наполеон без выпечки готов. По виду его не отличишь от классического, а на приготовление ушло каких-то 15 минут. Удивительно! Нежный, с неповторимым, характерным ароматом и вкусом. Его не спутать ни с одним другим тортом. Молочный крем, сливочный аромат теста и легкие ванильные нотки. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя хорошо? Вот такой нежный рулет у вас получится приготовить по моему рецепту. Список всех ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании к видео. Приготовление всех бисквитов я всегда начинаю с подготовки формы, чтобы потом не тратить на это время. Для рулетного бисквита необходимо попросту застелить противень пергаментом. Подготовьте сухие ингредиенты, муку и крахмал. Их необходимо смешать, просеяв вместе. Возьмите 2 глубокие миски и разделите яйца на белки и желтки. Важно, чтобы яйца были комнатной температуры. Белки комнатной температуры во время взбивания образуют более стабильную пену. К тому же, если вводить сахар в холодные белки, он будет растворяться медленнее. Так белки легко перевзбить, а сахар так и останется крупинками. К желткам всыпьте половину сахара и взбейте их до посветления и увеличения в объеме. Сполосните венчики и вытрите их насухо, так как далее мы будем взбивать белки. Кстати, обычно я сперва взбиваю белки, чтобы дополнительно не мыть венчики. К белкам добавьте щепотку соли и начните взбивать их на низкой скорости, постепенно увеличивая ее до средней.
Когда пена белков станет напоминать пивную, начните понемногу всыпать оставшийся сахар. Сахар будет стабилизировать белки, укрепляя структуру, но если всыпать весь сахар сразу, добиться необходимой степени воздушности не получится. Взбивайте массу до мягких пиков. Ко взбитым белкам добавьте взбитые ранее желтки и всыпьте смесь сухих ингредиентов. При помощи силиконовой лопатки вращающими движением снизу вверх перемешайте тесто до однородности. Не стоит смешивать тесто на этом этапе при помощи миксера, чтобы было быстрее. Так вы выпустите воздух, и бисквит вместо нежного получится тугим. Распределите тесто по противню и выпекайте при 180 градусах в течение 10 минут. Перетяните пергамент с бисквитом на рабочий стол и накройте верх бисквита другим листом пергамента. Пригладьте руками, чтобы бумага пристала к поверхности бисквита. Переверните бисквит вверх дном и снимите с него пергамент. Посмотрите, какая красивая текстура у этого бисквита. Теперь снимите и тот лист пергамента, который был прилеплен к верху бисквита. Вместе с ним должна сойти верхняя корочка и обнажиться мякиш. Если корочка сходит не полностью, скатайте ее вручную. Для удобства, после того, как снята бумага со дна, я укладываю бисквит на чистый лист пергамента. Так рулет будет легко сворачивать после наполнения. Смажьте бисквит фруктовым джемом или фруктовым пюре. Тут у меня абрикосовое пюре, смешанное с ложкой сахара. Для приготовления крема протрите творог через сито. Добавьте к творогу сливки и перемешайте. В 2-3 приема введите молоко.
Взбейте творожно-сливочную смесь до состояния крема. Крем распределите поверх фруктового слоя. Сверните бисквит в рулет. Небольшое количество крема может вылезать с боков или в самом конце сворачивания. Это нормально. После того, как бисквит свернут, я заворачиваю его в пищевую пленку перед отправкой в холодильник, чтобы он не подсыхал и не заветривался. Если вы приготовите этот лимонный кекс, это будет лучший лимонный кекс в вашей жизни. Обещаю! Мне кажется, что использовать лимоны более удачно просто невозможно. Он готовится по классической технологии, долго печется при умеренной температуре, покрывается простой сахарной глазурью. Он получается невероятно нежным и сочным и долго остается свежим. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Ставьте лайк, чтобы сохранить себе этот рецепт на будущее, и подписывайтесь на мой канал. Для теста возьмите 2 лимона, 250 граммов размягченного сливочного масла, 300 граммов сахара, 120 граммов кефира комнатной температуры и 5 яиц, тоже комнатной температуры, 375 граммов муки, щепотку соли и 8 граммов разрыхлителя. Сперва подготовьте героев рецепта. Хорошенько помойте лимоны и снимите с них цедру на мелкой терке. Идеально подойдет терка такой формы, как у меня. Она снимает цедру тонко, не задевая белую часть кожуры. Сняв цедру, разрежьте лимоны напополам. Выжмите сок из половинок лимонов, процедите, если необходимо, и отмерьте 80 граммов. Теперь подготовьте смесь сухих ингредиентов. В муку добавьте щепотку соли, разрыхлитель и слегка перемешайте. Затем добавьте лимонную цедру и перемешайте еще раз. Основа. В глубокую миску отправляйте размягченное сливочное масло. Всыпьте к маслу сахар. Перемешайте смесь, чтобы сахар смешался с маслом. Далее нужно будет взбить эту смесь миксером, и если предварительно смесь не перемешать, то скорее всего сахар начнет рассыпаться вокруг, что определенно усложнит уборку. Взбейте масляную смесь до пышности и посветления. Теперь по одному начните вводить в основу яйца комнатной температуры. Каждый раз после добавления очередного яйца взбивайте массу до однородности. Не стоит вводить все яйца сразу. После того, как вы введете последнее яйцо и взобьете массу, она станет очень нежной и кремовой. Всыпьте в масляную основу половину муки и влейте лимонный сок. Быстро перемешайте смесь до объединения. Всыпьте в тесто вторую половину муки и влейте кефир комнатной температуры. Быстро перемешайте и слегка взбейте тесто миксером, чтобы разогнать комочки. Не взбивайте кексовое тесто долго. Стало однородным – стоп. Выложите тесто в форму для выпечки. У меня классическая металлическая форма размером 25 на 11 см. Дополнительно я проложила ее пергаментом.
Выпекайте кекс при температуре 160 градусов в течение 120 минут или до пробы на сухую деревянную палочку. Можно посмотреть за это время фильм. Крошки на палочке во время проверки допускаются, но непропеченность ни в коем случае. Не задирайте температуру выпечки, чтобы ускорить процесс. Для глазури возьмите 1 лимон, 150-180 граммов сахарной пудры. Если вдруг глазурь будет густовата, используйте горячее молоко. Покатайте лимон по столу, чтобы он лучше отдавал сок. Снимите цедру лимона на мелкой терке. Разрежьте лимон напополам и тщательно отожмите сок. Процедите, если лимон костлявый, как мой. Теперь добавьте в лимонный сок натертую цедру и всыпьте сахарную пудру, просеяв ее через сито. Сперва я добавляю 150 граммов, а затем принимаю решение, нужно ли больше. Добавив пудру, тщательно вымешайте глазурь растирающими движениями, чтобы она стала полностью однородной и гладкой, и комочков пудры в ней не осталось. Если глазурь получится жидковатым, добавьте еще пудры. Если густовато, понемногу введите горячее молоко. Она должна быть вот такой, как на видео. Когда кекс остынет, покройте его сахарной глазурью. Пускай она красиво стекает и образует соблазнительные потеки. Схватывается она довольно быстро, фиксируя всю эту красоту. Блеск застывшей глазури такой красивый, с жемчужным отливом, а яркие вкрапления цедры делают интереснее вид и обогащают вкус. И только посмотрите на текстуру кекса внутри. Приготовление теста для этого пирога я возьму 200 граммов муки, 150 грамм охлажденного сливочного масла, также 2 чайные ложки без горки разрыхлителя, щепотку соли и 3 желтка. В начинку у меня пойдет 5-6 яблок, у меня здесь 5 довольно крупных, кислый сорт, это семеренко, корица, если вы не любите корицу, то не добавляйте ее, 100 грамм сахара для яблок, а также немного лимонного сока для того, чтобы они не потемнели. А 3 белка от яиц вместе с сахаром пойдут для меренги. В чашу комбайна отправляю всю муку, а также разрыхлитель и щепотку соли. Сюда же идет охлажденное, нарезанное небольшими кусочками сливочное масло. Сейчас все это будет необходимо пробить до состояния масляной крошки, а затем я это все свяжу при помощи желтков. Добавляю желтки и смешиваю до объединения. Тесто собралось в шар. Оно мягкое, податливое. Отделяю треть теста, и ее я отправлю в морозильную камеру. Она пойдет на отделку, на верхушку пирога. Основная масса теста будет коржом. Пока охлаждается тесто, я займусь приготовлением яблочной начинки. Для этого мне нужно их очистить, удалить сердцевинку, удалить кожицу и мелко нарезать. Режу яблоки кусочками миллиметров по 5. Думаю, нужно сделать замену, потому что яблок довольно много. Чтобы их проще было потом перемешивать с сахаром, я их пересыплю в более глубокую мисочку. Всыпаю к яблокам 100 грамм сахара. Выжимаю сок лимона, половинки. И всыпаю корицу.
Устанавливаю кольцо в диаметр 20 сантиметров. Этот пирог довольно высокий, пышный. Если вы хотите получить более плоский пирог, используйте форму большего диаметра. Приступаю к распределению теста по форме. Тесто я распределяю прямо вручную. Если вы захотите, можно его раскатать при помощи скалки и выстелить пластом, но я буду делать таким мануальным способом. Просто сейчас разделю на небольшие кусочки, чтобы было удобнее. Я формирую бортик где-то сантиметра 4 высотой. В этом пироге это не очень принципиально. Главное, чтобы была закрыта начинка, а вот та часть, где будет меренга, она будет держать прекрасно форму и сама по себе. Поэтому не переживайте, что что-то у вас где-то вытечет или выпадет. Для приготовления меренги я попросту буду взбивать белки и постепенно подсыпать 120 грамм мелкого сахара, пока он не растворится. Масса должна стать пышной и очень блестящей. Для того, чтобы сахар в меренге хорошо растворялся, берите белки комнатной температуры. В форму с тестом я отправляю яблоки. Поверх яблок я распределяю меренгу. Она очень плотная, очень глянцевая, как для выпечки безе. Завершаю все слоем натертого на крупной терке теста, которое мы отправляли в морозильную камеру, той трети отложенной. Пирог отправляется в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на час. Пирог готов, он зарумянился. Теперь нужно оставить его в духовке еще на 30 минут, выключив ее и оставив приоткрытой дверцу. Приготовление теста я беру 100 грамм пшеничной муки и 50 грамм кукурузной муки. Она облегчит глютен, и тесто получится более хрупким, более нежным, более хрустящим. Также я возьму 50 грамм ледяной воды, 100 грамм очень холодного сливочного масла, можно даже его положить заблаговременно в морозильную камеру, щепотка соли, четверть чайной ложки корицы и цедра половины лимона. Но мы натрем цедру всего лимона, потому что еще цедра пойдет у нас в начинку. Натираю цедру лимона на очень мелкой терке, стараясь не задеть белую часть. Нужно снять только желтую, которая самая ароматная. Так, цедру я сняла. В миске я смешиваю обычную пшеничную муку с кукурузной, также корицей, щепоткой соли и половиной натертой цедры. В тесто сахар мы не будем добавлять, это подчеркнет то, что начинка будет сладкой и пирог получится в результате не слишком приторным. Теперь я натру в эту смесь сливочное масло. Натирать масло я буду достаточно быстро, по крайней мере я буду стараться делать это быстро. И использую ту же терку, на которую я только что натирала цедру, только использую другую сторону с более крупными отверстиями. Именно поэтому важно хорошо охладить масло и даже чуть-чуть его подморозить, для того, чтобы работать с ним было проще. Теперь я перетру эти кусочки с мукой, с сухими ингредиентами. Мне нужно добиться такой текстуры теста, в котором кусочки масла слегка ощутимы, для того, чтобы не было вот полной однородности. Тогда тесто получится слегка слоистым. Я как будто создаю такие вот масляные хлопья.
Сейчас я понемногу начну вводить воду и перемешивать до того, как тесто соберется в единый комок. Как только вы заметите, что тесто начало слипаться, этого достаточно, больше воды добавлять не нужно. Я подготовила кольцо, в котором буду выпекать мой пирог. Вы можете использовать форму диаметром 20-22 сантиметра. Я установила кольцо в диаметр 18 сантиметров для того, чтобы пирог получился высоким. Теперь я распределю по кольцу тесто руками. Я не буду использовать раскатывание. Если вы хотите, вы можете поступить так же, как я, либо раскатать тесто скалкой и уложить его в форму. Я хочу добиться такого эффекта максимальной домашности, уютности пирога, поэтому буду все делать руками. Стараюсь делать бортики однородной толщины и однородной высоты, но если что-то получится не совсем идеально ровно, в этом будет изюминка. Но толщина все равно должна быть однородной, потому что иначе тесто пропечется неравномерно. Нам же нужно сделать так, чтобы тесто пропеклось однородно. Тесто я уложила. Посмотрите, какой получился красивый и уютный рваный краешек. Теперь я отправляю форму с тестом в холодильник на 1 час. Для приготовления начинки для пирога я возьму 500 грамм пюре тыквы. Я очень часто покупаю большую тыкву, разделываю ее сразу за раз, запекаю или отвариваю и потом использую пюре в тех блюдах, в которых мне хочется. Также я возьму 200 грамм жирных сливок, у меня домашние сливки, 100 грамм сахара, 3 яйца, а также половину уже ранее натертой нами цедры лимона и половину чайной ложки корицы. Отправляю в удобную какую-нибудь емкость для смешивания тыквенное пюре. Лучше брать тыкву мускатную, которая более ароматная, более сладкая. Добавляю к ней сахар, яйца. Корицу с цедрой и жирные сливки. Вы можете брать магазинные сливки 33%. Все эти ингредиенты нужно будет попросту смешать блендером. Форма с тестом уже хорошенько остыла. Внутрь я укладываю листы пергамента для того, чтобы уложить груз. В качестве груза я использую старый горох с фасолью, у меня тут все вместе. Отправляю форму с тестом в духовку, разогретую до 220 градусов на 15 минут. Прошло 15 минут, корж подпечен. Сейчас я аккуратненько достану, сниму с него груз. Невероятно благоухает лимонной цедрой, просто потрясающе. Так, чуть остывает до следующего раза. Я выливаю сюда подготовленную начинку. Отправляю пирог выпекаться в духовку, в которую я убавила температуру до 180 градусов, минут на 30-35. Прошло 35 минут, пирог готов, его пора доставать. Посмотрите, как должен пирог выглядеть. По периметру начали появляться небольшие трещинки, но посередине он еще подрагивает. Пирогу нужно дать остыть и после этого разрезать. Знаменитый торт «Красный бархат» можно запросто приготовить, не используя специальные красители. Именно такой рецепт я и предлагаю вам сегодня. У него много преимуществ, он получается потрясающе красивым, а по вкусу напоминает брауни. Все натурально и очень аутентично, и если интересно, продолжайте смотреть. Для теста потребуется 150 граммов концентрированного свекольного сока. Дальше я покажу, как его получить. 100 граммов сливочного масла и 30 граммов растительного. 150 граммов сахара, 1 яйцо, 150 граммов йогурта, кефира или пахты и 50 граммов лимонного сока.
Сухие ингредиенты: 320 граммов муки, 2 чайные ложки разрыхлителя и четверть чайной ложки соли и 2 столовые ложки натурального необработанного какао. Крем: 500 граммов творога жирностью 10%, 200 граммов хорошего сливочного масла и 1 банка сгущенки. Зачем использовать натуральный какао? В отличие от алкализованного, он светлее по цвету и обладает более мягким вкусом. Как вы понимаете, мягкий цвет какао поможет нам максимально выдвинуть натуральный красный цвет и не заглушить его. Сейчас такой какао можно найти без проблем. Иногда на упаковке пишут сырой, и несколько вариантов сайхерб я оставлю в описании. Концентрированный свекольный сок. Именно с ним мне удалось получить максимально красивый цвет в готовом бисквите. Возьмите 1 кг свеклы и очистите ее от кожуры. Помойте, разрежьте на крупные части и выжмите сок при помощи соковыжималки. Если у вас ее нет, измельчите свеклу блендером до состояния пюре и тщательно отожмите сок через марлю. Из килограмма свеклы у меня получилось 500 граммов сока. Перелейте сок в кастрюлю, добавьте пару столовых ложек уксуса, он поможет сохранить цвет, и на небольшом огне выпаривайте сок до объема 150 мл. У меня это заняло около 10-12 минут. Выпаренный сок остудите до комнатной температуры. Смешайте сухие ингредиенты. В муку добавьте разрыхлитель, соль и 2 столовые ложки какао-порошка. Перемешайте смесь. Влажные ингредиенты. К размягченному сливочному маслу добавьте растительное и взбейте смесь до гладкости и кремовости. Сочетание разных жиров дает более интересный эффект. Бисквит получается более влажным. Теперь всыпьте к маслу сахар и взбейте смесь еще раз. Введите в масляную смесь яйцо. Оно должно быть комнатной температуры. Взбейте до кремового состояния. Влейте в будущее тесто йогурт, кефир или пахту, тоже комнатной температуры. Всыпьте смесь сухих ингредиентов, просеивая ее через сито. Я использую пахту, так как у меня она как раз осталась после приготовления домашнего сливочного масла. Слегка перемешайте тесто ложкой, а затем влейте в него концентрированный свекольный сок. Влейте лимонный сок, он тоже будет помогать нам сохранить цвет бисквита. Финальное перемешивание. Сперва аккуратно ложкой и очень быстро миксером в конце, чтобы разогнать оставшиеся комочки. Выложите тесто в форму для выпечки диаметром 20-22 см и выпекайте при 175 градусах в течение 40 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Испеченный бисквит остудите. Остывший бисквит разрежьте на 2 коржа. Чтобы они получились ровными, сделайте отметки зубочистками по периметру. Надрежьте корку бисквита, а затем разрежьте при помощи нитки. Приготовьте крем. Первым делом необходимо протереть творог через сито или измельчить блендером. В этом случае я использовала протирание. Классика. Чем мягче изначально творог вы возьмете, тем однороднее получится готовый крем. Отставьте подготовленный творог в сторону и займитесь маслом. Размягченное сливочное масло взбейте до посветления и пышности. Масса должна стать гладкой и нежной. В 2-3 приема введите в масло половину всего объема сгущенки. Еще раз напомню про температуру. Если ввести в размягченное масло холодную сгущенку, крем сразу же свернется. Также не стоит вливать в масло всю сгущенку сразу. В этом случае тоже есть риск сворачивания крема, так как масло не сможет сэмульгировать сразу большое количество сгущенки.
Оставшуюся половину сгущенки добавьте к протертому творогу и смешайте все до максимальной однородности. Если вы не хотите протирать творог через сито, просто смешайте его с половиной всего объема сгущенки из рецепта сразу и пробейте смесь блендером. Теперь добавьте ложку творожной массы к масляной и начните взбивание. Когда масло смешается с творогом до однородности, введите оставшуюся часть творожной массы, слегка перемешайте крем и взбейте его до пышного состояния. То, насколько гладким получится крем, зависит от выбранного творога. В данном случае мой творог разошелся не полностью в ноль, небольшие крупинки в креме заметны. Для меня это не было критичным, но если для вас это важно, постарайтесь выбирать максимально мягкий творог из доступных. Обычно чем жирнее творог, тем он мягче. Сборка торта. Выложите на блюдо первый корж и выложите на него щедрое количество крема. Его должно быть очень много. Распределите крем и накройте его вторым коржом. Смажьте торт кремом сверху, а также щедро обмажьте бока. Можете выровнять крем или же пускай он лежит красивыми мазками. Второй вариант мне нравится больше. Во время разрезания бисквита на коржи я срезала немного теста и раскрошила его, чтобы использовать крошки для украшения. Вы можете украсить торт по своему вкусу. Отправьте торт в холодильник на ночь, после чего его можно подавать. Этот морковный пирог словно сама осень. Яркий цвет, насыщенные, согревающие ароматы корицы, имбиря и других пряничных специй. Неповторимая текстура, которая понравится всем, кто любит пирожная картошка и шоколадные брауни. Пирог приятно вязкий, обволакивающий, а нежный сметанно-сливочный крем добавит легкой кислинки и оттенит интенсивность вкуса. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также я продублирую его в описании. Там же будет рецепт пряничной смеси, которую использую я. По желанию вы можете использовать просто корицу, имбирь и мускатный орех. Первым делом готовлю орехи. Чтобы их вкус был более ярким и выраженным, их необходимо поджарить. Сделайте это так, как вам удобнее. Я поджариваю их в микроволновке, это очень быстро. Даю орехам остыть, после чего сшелушиваю кожицу. Делаю это без фанатизма. Что отошло, то и отошло. Теперь нужно крупно порубить орехи. Нужно, чтобы кусочки ощущались в тесте. Так они придадут изюминку, разбавят гладкую и нежную текстуру пирога. Теперь морковь. У меня домашняя небольшая морковь, поэтому я ее просто тщательно вымыла грубой губкой. Магазинную лучше очистить от кожуры. Морковь нужно грубо нарубить. Отправляю кусочки моркови в кастрюлю, заливаю водой и отправляю вариться. Нужно отварить морковь до мягкости. У меня это заняло 20 минут. Когда морковь будет готова, воду нужно слить, а сами кусочки пускай подостынут. Этим временем я подготовила форму для выпечки, чтобы она уже была под рукой. Использую кольцо диаметром 18 см, можно взять форму 20. Дно я проложила пергаментом и укрепила его фольгой, чтобы тесто в процессе выпечки не подтекало, иногда у меня такое бывает. Борта кольца ничем не смазываю. Отправляю морковь в чашу блендера, можно использовать просто погружной блендер. В немного остывшую морковь отправляю яйца. Если морковь будет горячей, яйца начнут готовиться. Измельчаю морковь с яйцами до состояния однородного пюре. Теперь смешиваю сухие ингредиенты. В муку отправляю смесь специй, соль и разрыхлитель. Напоминаю, что рецепт пряничной смеси в описании под этим видео. Перемешиваю сухую смесь, чтобы разрыхлитель распределился равномерно. В большую миску отправляю размягченное сливочное масло. К нему всыпаю сахар и вливаю растительное масло. Слегка перемешиваю, а затем взбиваю миксером в течение пары минут. Отправляю к маслу с сахаром морковное пюре и перемешиваю. Теперь всыпаю в миску смесь сухих ингредиентов. Перемешиваю быстро, но тщательно. Сперва делаю это ложкой, а затем разгоняю комочки миксером. В конце отправляю в тесто орехи и вмешиваю их. Оставляю немного орехов для декора.
Выкладываю тесто в форму для выпечки и разравниваю его. Отправляю пирог в духовку выпекаться при 175 градусах в течение 50-60 минут. За время выпечки пирог не поднимется очень сильно, потому что тесто довольно тяжелое, но палочка из него должна выходить сухой. По желанию вы можете испечь из теста 2 или 3 более тонких коржа и промазать их кремом внутри, получится торт. Готовому пирогу даю остыть. Теперь приготовлю быстрый и простой сметанно-сливочный крем. Он, кстати, идеально подойдет для медовика, берите на заметку. Итак, отправляю в миску сметану и добавляю к ней сахарную пудру. Перемешиваю, чтобы пудра разошлась. При этом сметана станет жиже. Теперь отправляю к сметане с сахаром сливки, парой движений вмешиваю их и затем взбиваю крем до пышности и нежности. Сливки я использую домашние, густые. Желательно, чтобы они были мягкими, податливыми, то есть свежими. Если все же сливкам уже день или два, то можно аккуратно подмешать в них немного молока, чтобы они не были слишком густыми и с ними было удобнее работать. Либо просто используйте магазинные жирные сливки для взбивания. Смесь станет более плотной, будет держать очертания. Этот крем не будет очень плотным, как, например, масляный, но при этом с его помощью можно сделать красивые мазки, которые форму сохранят. Остывший пирог покрываю щедрым слоем крема, верх и бока. Покрываю, оставляя красивые мазки. Сейчас очень хорошо видна текстура крема и его нежность. Останется еще немного крема, чтобы подать его с готовым кусочком тому, кому захочется добавить крема больше. А такие всегда есть. Посыпаю готовый пирог оставшимися рубленными орехами. Подавать его можно сразу же, так как он влажный сам по себе, и не нужно ждать, пока он пропитается. Этот несладкий торт из печенья – своеобразный торт-салат. Закуска 2 в 1. Вы можете готовить его с разными начинками, комбинировать ингредиенты на свой вкус. Начинка из этого рецепта – это потрясающе вкусно. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Чтобы сохранить себе этот рецепт, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная» и нажимайте на колокольчик. Возьмите 350-400 граммов несладкого печенья, у меня это 24 штуки, 200-250 граммов красной рыбы слабосоленой, 2-3 стебля зеленого лука, одну упаковку крем-сыра на 180 граммов, 3 столовые ложки жирного йогурта или сметаны, 4 яйца, соль, перец. Для украшения буду использовать лимон и немного зелени. Подготовьте ингредиенты для начинки несладкого торта. Нарубите стебли зеленого лука. Мне нравится сочетание слабосоленой рыбы с зеленым луком, но если вам больше по душе комбинация с укропом, используйте его. Нарежьте слабосоленую рыбу. Нарежьте ее ломтиками около 5 мм толщиной, срезая с кожи, если она есть. Я использую красную рыбу, голец, и засолила я его сама. Он не такой жирный, как, например, семга, и более мясистый. Его вкус интенсивнее. В целом для этого рецепта вы можете использовать любую красную рыбу, слабосоленую скумбрию или просто селедку. Каждый ломтик рыбы нарежьте кубиками размером около 5 мм. Кстати, если вы будете готовить такой несладкий торт из печенья со скумбрией или селедкой, я бы посоветовала использовать не зеленый, а красный лук. Яйца отварите вкрутую и остудите в холодной воде. Это можно сделать и заранее, если так вам будет удобнее. Вареные яйца очистите от скорлупы. Отправляйте яйца в чашу блендера, в которой мы будем готовить крем для несладкого торта. Добавьте немного соли и перца. Помните, что в крем-сыре уже содержится соль, поэтому лучше сперва посолите немного, отрегулировать вы сможете потом. Отправляйте к яйцам крем-сыр и жирный йогурт. Если жирного йогурта у вас нет, используйте сметану жирностью 15%. А теперь тщательно пробейте соус блендером, чтобы измельчить яйца и добиться максимальной однородности. Крем получится не очень густым, так и должно быть, ведь он должен хорошо пропитать и размягчить печенье. Если у вас крем получается гуще, чем на видео, добавьте еще немного йогурта или сметаны. Соберем несладкий торт. Застелите доску пищевой пленкой и выложите на нее четверть печенья плотным слоем. Сверху печенья распределите четверть крема. После пропитки печенье слегка разбухнет и все кусочки схватятся в единое целое. Сейчас очень хорошо видна консистенция крема.
Поверх крема распределите треть нарезанной рыбы и посыпьте третью зеленого лука. Далее следует опять слой печенья. Уложив его, слегка надавите сверху, чтобы рыба как бы вжалась в крем и внутри не осталось пустот. Так печенье лучше пропитается и торт схватится. Повторите слои начинки еще дважды. После того, как вы уложите сверху последний слой печенья, это будет 4-й слой, у вас останется еще четверть крема. Ее переложите в баночку и уберите в холодильник. Сверху торт этим кремом смазывать не нужно. Деликатно придавите собранный торт и заверните его в пищевую пленку, чтобы он пропитался максимально равномерно. Не забудьте хорошо упаковать края, чтобы они не подсыхали и крем не заветривался. Уберите торт в холодильник на ночь. После пропитки приступайте к декорированию. Лимон разрежьте напополам, нарежьте половинки тонкими кусочками. Пришло время развернуть несладкий торт, который пропитался хорошо, но при этом он держит форму, держится единым целым. Аккуратно переложите его на блюдо для подачи и извлеките пленку из-под дна. Оставшейся четвертью крема щедро смажьте бока торта, загоняя крем в полости у краев. Боковины получаются красивыми и аккуратными. Завершите декорирование, отделав бока ломтиками лимона. Можно оставить торт так, а можно добавить немного зелени. Она придаст свежести. Посмотрите, какой красавчик получился! На праздничном столе будет смотреться супер! Шикарный и одновременно простой рецепт закусочного торта на праздник – это настоящая находка. Предлагаю вам именно такой. Если интересно, продолжайте смотреть. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Чтобы сохранить себе этот рецепт, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная» и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых вкусных видео. Приступим. Для бисквита возьмите 200 граммов шпината, 100 граммов кефира, 2 яйца, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, половину чайной ложки соли и 200 граммов муки. Можно использовать цельнозерновую, если у вас есть, а у меня обычная белая. Для начинки возьмите по 2 столовые ложки майонеза и сметаны. Ссылку на простые рецепты майонеза я оставлю для вас в описании. 2 плавленых сырка, 3 зубчика чеснока, 2 отварных яйца, соль и перец по вкусу, а также 2-3 красных сладких перца. У меня перец подготовлен заранее, это заготовка с лета. И дальше я покажу, как это делала. Для декора буду использовать помидоры черри. Итак, перец. Его необходимо вымыть, разрезать и удалить семенную коробочку. В сезон я заготавливала много перца, так что вы видите у меня на противне целую гору. В уже разделанном виде перец заготавливать проще, чем чистить от семян, затем уже печеный перец. Семена прилипают к рукам, неудобно в общем. Разрезанный перец запеките в духовке до мягкости. Время зависит от объема работ, так что если печете 2-3 штуки, то они будут готовы минут за 15-20. Температура 200 градусов. С готовых частей перца легким движением снимите кожицу. Приступаем к бисквиту. Смешайте муку с разрыхлителем и солью. На самом деле это не столько бисквит, а больше оладьевое тесто. Оно готовится быстрее любого бисквита, и вы можете использовать этот рецепт для приготовления оладий, панкейков и вафель. В чашу комбайна или блендера отправляйте шпинат. У меня был замороженный, и я дала ему оттаять. Влейте к шпинату кефир, вбейте яйца и смешайте все вместе. Именно коржи – изюминка этого рецепта, потому что на праздничном столе мы в первую очередь поедаем все глазами. И когда блюд много, цепляемся за самое яркое, интересное. Цветовое сочетание зеленого бисквита, белого крема и красного перца – это супер ярко. Добавьте к смеси муку и смешайте до однородности. По консистенции тесто получится похожим на нежирную сметану. Застелите противень пергаментом и вылейте на него тесто. Распределите тесто по всей поверхности противня равномерным слоем. Так как тесто не очень густое, сделать это будет достаточно просто. Отправляйте корж выпекаться при температуре 175 градусов в течение 8-10 минут.
Корж не должен стать румяным, но при этом должен быть упругим и пропеченным. Потрогайте его пальцем, чтобы проверить это. Готовый корж снимите с противня, аккуратно переверните и снимите пергамент. И оставьте для остывания, пока вы будете заняты начинкой. Крем для начинки – это по сути популярный салат из плавленных сырков с чесноком, которые многие так любят и регулярно готовят на Новый год и на праздники. Он отлично сочетается со вкусом сладкого перца и сделает торт ярким не только по цвету, а и по вкусу. Смешайте очищенные яйца с чесноком. Его, кстати, можно брать и больше, если вы любите чесночную остроту. Добавьте плавленые сырки. Я беру нейтральные, без вкусовых добавок. Добавьте перец, пару щепоток соли. Крем должен быть насыщенно соленым с учетом того, что в корже соли немного, а перец и вовсе не соленый. Отправляйте в крем сметану и майонез. У меня домашний, как я уже говорила. Тщательно пробейте крем блендером для получения нежной однородной консистенции. Напомню, что на моем канале есть и другие видео с закусками на праздничный стол и на Новый год. Совсем недавно я публиковала рецепт несладкого торта без выпечки с печеньем или крекерами. Кроме того, вам может понравиться рецепт печеночного торта, закусочного кекса с оливками, а также обратите внимание на потрясающий набор закусочных масел. Обратите внимание и на салаты. Возвращаюсь к торту. Корж разрежьте на 3 части. Я использую нож для пиццы. Корж получается эластичным, и вы можете также готовить из него рулеты. Собираем, смажьте корж третью получившегося сырно-яичного крема и распределите его по всей поверхности ровным слоем. Такой вот крем отлично подойдет для наполнения несладких профитролей, которые тоже могут быть классной закуской на праздник. На слой крема выложите ломтики печеного перца и накройте сверху вторым коржом. Можно слегка деликатно прижать его руками, чтобы корж плотнее лег на первый слой. Повторите смазывание третью крема и слой печеного перца еще раз. Накройте третьим коржом. Оставшийся третью крема смажьте верх торта. Бока же отделывать не нужно. Торт будет подаваться в виде кусочков, и открытые срезы как раз продемонстрируют цветовое сочетание. Отправьте торт на ночь в холодильник, где он стабилизируется, пропитается и все ингредиенты объединятся. Я разрезала торт раньше, чтобы показать его вам. Посмотрите, какой разрез. Готовый торт разрежьте на 12 кусочков и украсьте каждый половинкой помидора черри. Если вы не хотите украшать кусочки помидорами, придумайте то, что вам понравится больше. Возможно, это будет просто зелень, еще один ломтик печеного перца или что-нибудь другое. Интересная и яркая закуска и при этом приготовлена из простых и доступных ингредиентов. Эти слова точно характеризуют рецепт из видео. Мой сегодняшний закусочный торт Наполеон идеален для праздничного стола на Новый год. Но украсить его можно как угодно, привязав к какому-нибудь празднику или придумав что-то нейтральное. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Там же еще много вкусных ссылок. Для коржей возьмите 330 граммов муки, 175 граммов ледяного сливочного масла, 75-100 граммов ледяной воды, у меня стакан стоял в морозилке, 2 желтка, 1 столовую ложку лимонного сока или разведенной лимонной кислоты и щепотку соли. Для начинки потребуется 700 граммов молока, 2 яйца и 50 граммов муки. Соль, перец, 100 граммов твердого сыра с сильным вкусом, у меня чеддер, а также 3 банки сардин и пучок зеленого лука. Начинаем с приготовления теста и коржей. Для этого в чашу блендера отправляйте всю муку и добавьте щепотку соли. Отправляйте в чашу кубики ледяного сливочного масла и смешайте все до состояния масляной крошки. Температура очень важна в приготовлении такого теста, так оно будет максимально слоистым и нежным. Добавьте в крошку кислоту и 2 желтка. Быстро смешайте до распределения, а затем влейте ледяную воду. Как только тесто начнет собираться в комки, как на видео, воды достаточно. Слишком много вливать не нужно. Кажется, что нужно влить еще немного, но посмотрите на его текстуру. Оно уже собирается и лепится. Это значит, что консистенция как раз идеальна. Быстрыми движениями и не слишком усердствуя, подформуйте тесто в невысокий пласт и заверните его в пищевую пленку. Не стоит месить это тесто руками до максимальной однородности. Так масло начнет плавиться от тепла рук и коржи не получатся такими хрустящими и слоистыми. Отправляйте тесто в холодильник на час-другой. Если вам будет удобно, приготовьте его заранее. В холодильнике оно может ждать вас 2-3 дня. Охлажденное тесто разделите на 10 частей. 9 коржей пойдут на торт, 1 и обрезки на отделку. Текстура теста неоднородная, так и должно быть. Каждую часть подкатайте в шарик и уберите в холодильник все части
доставая и работая с одним кусочком теста за раз, чтобы остальные не нагревались. Припылите рабочую поверхность мукой и слегка помните кусочек теста, чтобы во время раскатывания его края не рвались. В процессе всей работы с таким тестом важно чувствовать, что оно холодное. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Диаметр коржей для вырезания 20-22 см. Обрезки тоже убирайте в холодильник, потом они пойдут на выпечку для отделки. Уложите корж на противень, застеленный пергаментом, и накалите его вилкой, чтобы тесто не образовало неоднородных крупных пузырей во время выпечки. Выпекайте коржи при температуре 220 градусов до румяного цвета. В моей духовке это занимает 8 минут. Если есть режим конвекции, пеките по 2 коржа одновременно. 10-й корж выпекайте без обрезки вместе с остатками от предыдущих коржей. Отделочный корж и обрезки сложите в какой-то пакет и измельчите до состояния крошки. Это тесто очень нежное, поэтому крошится легко и просто. Можно сделать это как руками, так и помогая себе скалкой. Займемся начинкой. Натрите на терке сыр. Лучше всего брать что-то сильное – чеддер, пармезан или что-то подобное. В глубокой миске смешайте муку с солью. В зависимости от солености сыра возьмите от половины до чайной ложки соли. Добавьте перец. Вбейте 2 яйца и перемешайте массу. Влейте немного холодного молока, чтобы разбавить смесь. Тщательно перемешайте до исчезновения комочков. По желанию можно воспользоваться блендером. Остальное молоко отправляйте на огонь, и как только оно закипит, быстро влейте яично-мучную смесь и начните непрерывно мешать крем. Когда крем станет гладким, блестящим и густым, снимите его с огня. Отправляйте в горячий крем сыр и перемешайте, чтобы сыр разошелся. Посмотрите, какая потрясающая текстура у этого крема. Чтобы быстро остудить крем, перелейте его в какое-то плоское блюдо или другую имеющуюся у вас посуду. Накройте крем пищевой пленкой в контакт, то есть так, чтобы пленка касалась крема. Сардины разомните вилкой, не сливая с них жидкость. Эта влажность поможет коржам сильнее пропитаться, и торт получится невероятно нежным по текстуре. Зеленый лук порубите. Если не хотите использовать сардины, можно взять тунец. Сборка. Смажьте корж парой столовых ложек крема, распределив его равномерным слоем. На сырный крем выложите мятую рыбную консерву, присыпьте рыбу сверху зеленым луком. Постарайтесь рассчитать количество крема, консервы и лука на каждый слой так, чтобы оно было примерно одинаковым. Повторите слои, пока не израсходуете все коржи. Стоит оставить немного крема для финальной отделки, поэтому если вам будет удобно, вы можете заранее отложить 3-4 столовые ложки. После сборки торт получится высоким. Оберните торт пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь. После пропитки торт осядет, и на отделку пойдет меньше крема, чем если бы вы обмазывали бока сразу после сборки. Обмажьте бока и верх торта оставшимся сырным кремом. Дальше вы можете включить свою фантазию и отделать торт так, как вам захочется. Я присыпала бока торта крошкой из коржей и обрезков, а чтобы создать новогоднее настроение, уложила веточки укропа сверху по периметру, чтобы получилось подобие венка. Ягоды клюквы добавят цвета и завершат образ рождественского веночка. Получилось очень красиво, лаконично и празднично. При этом торт похож на традиционный сладкий Наполеон, но верх интригует. Что же там внутри? Беру для мини-маффинов 85 грамм обычной белой пшеничной муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, у меня домашний, дам ссылку на него в описании. Возьму пол чайной ложки соли, щепотку перца, также у меня здесь 100 граммов йогурта, можно взять кефир, 40 граммов растительного обычного рафинированного масла, 1 яйцо. В качестве добавок я буду использовать 40 грамм сыра, у меня пармезан уже натертый, так как я обычно покупаю его кусочком, натираю сразу, чтобы потом было удобно его использовать. 50 граммов какой-нибудь варено-копченой колбасы, она придаст такой вот пикантный аромат. А также я буду использовать зеленый лук, у меня 1 стебель. Сначала я натру на терке колбасу, насколько это у меня получится. Мне нужны небольшие кусочки, потому что у меня мини-маффины.
Если вы печете большие маффины, ну, стандартного размера, то можно просто нарезать колбасу небольшими кубиками и все. То же самое с сыром. Я использую мелко натертый сыр, потому что мне надо, чтобы в тесте он распределился максимально равномерно. Итак, тут у меня уже все в кучке. Сначала я смешиваю все сухие ингредиенты. Муку с разрыхлителем добавлю 2 таких щедрых щепотки соли и щепотку черного перца. Просто все вот так вот быстренько смешиваю. И теперь вливаю все жидкие ингредиенты. Кефир или йогурт, растительное масло, яйцо. И сразу же отправляю сюда сыр. Добавок получается довольно много, поэтому маффины насыщенные по вкусу. То есть здесь не будет куча-куча теста и чуть-чуточка добавок. Здесь будут активно чувствоваться те добавки, которые вы положили в тесто. Смешиваю все. Тесто готово. Беру свои любимые кондитерские мешочки и отправляю сюда тесто. Вот тесто в мешочке. Мне будет так удобно распределять его по небольшим формочкам. У меня есть вот такая вот милейшая силиконовая форма. Емкость вот этих вот ячеечек 15 мл всего, поэтому маффины действительно получатся очень маленькими. Можете печь в любых формах, которые у вас есть. Заполняю их полностью. Хочу, чтобы они еще выросли, вспухли. У меня должно получиться 18 маффинов, на планшете вот 15. И остальное я потом допеку. Отправляю маффины в духовку выпекаться при температуре 200 градусов в течение примерно 12-15 минут. Готовы мои мини-маффины. Посмотрите, какие они румяные и кругленькие. Тут у меня 160 граммов цельнозерновой муки. Можете брать обычную белую пшеничную муку, 2 чайные ложки разрыхлителя. Возьму 1 чайную ложку соли и немного черного перца. Из жидких ингредиентов буду использовать 200 граммов нежирного кефира, 75 граммов майонеза, у меня домашний, ссылку на него я оставлю в описании, а также 1 яйцо. В качестве добавок я буду использовать 100 граммов оливок без косточек, 2 луковицы, которые я поджарю на небольшом количестве растительного масла, и 75 граммов грецких орехов. Первым делом займусь нарезкой и обжаркой лука. Разогреваю сковороду, вливаю в нее пару столовых ложек растительного масла и буду обжаривать лук. Лук поджарен и остужен. Смешиваю сухие ингредиенты, то есть муку с разрыхлителем. Сюда же отправляю чайную ложку соли и щедрую щепотку перца. Ввожу влажные ингредиенты. У меня здесь нежирный кефир, майонез, а также 1 яйцо. Тесто основа простое в приготовлении, как-то особенно его замешивать не нужно ни миксером, ничем. Главное, чтобы вся мука хорошо вошла и смешалась со влажными ингредиентами, чтобы не было непромешанных кусочков. Теперь добавляю в тесто лук. Орехи я рубить не буду, вот у меня здесь половинки, но я их разделю на четвертинки и вот так вот крупно и отправлю в тесто. Я хочу, чтобы в тесте они были заметные. Оливки я тоже не буду разрезать. Хочу, чтобы все добавки хорошо читались. Тесто готово, отправляю его в форму. У меня здесь стандартная китайская форма для кексов, ее размер 12 на 22 или на 24, поэтому если у вас есть вот такого плана форма, даже если будет небольшое расхождение в сантиметрах, она прекрасно подойдет. Я ее дополнительно выстилаю пергаментом. Отправляю тесто в форму и буду выпекать при 175 градусах около 1 часа. Закусочный кекс готов. Посмотрите, какой он румяный. Дам ему остыть.